Господи, мне 47 лет. У меня 2 взрослых детей. Я сижу с голой жопой, коренная москвичка. Гале нужен был 1 миллион рублей. Экономическое образование, оно где-то находится вот тут, а реалии жизни, бизнеса, законодательства, оно находится где-то в параллельной вселенной. И я себя чувствую реальным лохом. Нашла червя во всей этой истории. 1 ночи, 2 часа ночи. Не сидишь с телефоном в руках. Это ювелирная работа. Тебе не стыдно? Взрослая женщина. Всем привет! Это подкаст «Ракчеева решает», и у меня в студии сегодня Галина. Галь, привет! Привет. Расскажи мне, как ты оказалась у меня в студии и что тебя ко мне привело. Мы с тобой знакомы уже очень давно, и я знаю, что все время, сколько мы с тобой общаемся, мы пытались решать с тобой твой квартирный вопрос. Немного поясню для наших зрителей. Галина успешный предприниматель, она занимается косметологией. У нее 2 прекрасных детей. И, в принципе, в жизни она состоялась. Но не хватало одного момента. У нее до недавнего времени не было своего угла. И мы все это время пытались заходить на решение этой проблемы. Галь, ну давай расскажем, как это было и к чему мы с тобой пришли. Ну, тут хочется сказать, знаешь, первую вещь, учитывая, что ты это снимаешь для тех, кто еще до тебя не дошел. И если этот подкаст будут слушать те, кто еще до сих пор думает, вот, если вам до 40, люди, я вас очень прошу, не тяните. Да, с одной стороны, когда я была молодая, там, и, знаешь, после развода почувствовала воздух свободы, и у меня появились деньги, я старалась как можно больше путешествовать, вообще не думала о квартирном вопросе. Мне казалось, что это черт знает, когда будет, и вообще я вечно молодая и так далее, да, как обычно думаешь в молодости, даже там, когда было там слегка за 30-ку. А вот когда через 7 лет совместной жизни с одним мужчиной он-то себе купил 2-комнатную квартиру после наших 7 лет, вот, а я так вкладывалась в эти отношения, что как бы все деньги тратила на наши отношения. Понимаешь? Самое У главное, меня- что ты не вкладывала в свою квартиру. Ну, как сказать, если, конечно, понимать, что, в принципе, мы жили на мои деньги, а его он все свои вкладывал в то, что там это реализовать, то, в принципе, отчасти, да, но я-то это делала в отношениях в надежде, что, ну, может быть, после этого-то он мне, 7 лет вместе, думаешь, ну, наконец-то он мне там предложит жить-то вместе, а нет. Вот. Но это отдельная, конечно, история. Вот, девочки, не будьте такими доверчивыми. Вот. Но к вопросу о том, что как бы выводы я для себя сделала. Да, с другой стороны, я понимаю, что мы много путешествовали, я много видела, и вот сейчас вот неизвестно бы, увидела бы я там столько стран, которые я успела посмотреть за эти годы. Ну, Галь, я тебе скажу одно, что прошлое не вернуть. И, как я всегда говорю, у меня есть любимая фраза: жить надо сегодня, а не завтра. Поэтому то, что ты путешествовал и увидел мир, это, безусловно, большой плюс. Но Но, да, к вопросу о том, что, в принципе, возможности были, ну, по идее, возможности были и копить. Вот. Но я, наверное, не задавалась этой целью, потому что вот за те последние годы, когда я вот реально, да, задалась целью, осознала. да, что, блин, надо что-то делать, да. Понятное дело, что там коренная москвичка, и все считают, что там люди, рожденные в Москве, у них все есть. Ребята, ни хрена, не верьте сказкам. Вот. Ты знаешь, я тебе открою сейчас одну такую тайну. Когда я тебя знала не так, значит, глубоко по документам и по отношениям, я почему-то думала, что ты откуда-то с юга. Ну, Это как мои еврейские корни. ну, мы не будем Дальние. об этом никому. Ну, то есть, реально, когда я смотрела твой паспорт, и ты там прописана в Москве, и выдан паспорт в Москве, ну, почему-то у меня такой-то вот стереотип был, что ты вообще не москвичка. Понимаешь, да? А ты вообще москвичка и без квартиры. Да, притом еще я как бы не в первом поколении москвичка. Ну, то есть Да. все запущено. Вообще запущено. Ну, грубо говоря, у меня не было таких богатых родственников, у которых там у всех по квартире, да, которые мне это оставили.
Такого нет. Понятное дело, что у моей мамы есть квартира, в которой она живет, и пусть она живет и Да, дольше, и будет здорова. Понятное дело, что когда-нибудь нам с сестрой она достанется эта квартира, что мы с ней дальше будем делать, не знаю, но факт как бы есть. А мне, во-первых, хотелось бы, да, иметь все-таки собственную какую-то базу, а не жить в съемных квартирах. Ну и хоть что-то оставить после себя своим детям. Хотя меня воспитывали так родители, говорили, что ребенок должен все сам. Как бы спасибо, ребята, научили. Вот. И честно могу сказать, что вот я задалась как бы вопросом, как бы, Галь, ну реально надо что-то делать. При том, что я знаю тебя, сейчас скажу, с 2019 года. И нет, ты меня нет, я знаешь. тебя знаю дольше, но вот так вот прям близко, когда мы с тобой начали вот непосредственно общаться, да? Нет, Это мы вот когда первый раз начали с случилось. тобой искать квартиру с 2019 года. Ну вот, то есть А, у нас с тобой знакомство именно вот непосредственно, да, я тебя знала, мы как бы гипотетически друг от друга знали, у нас было очень много общих знакомых, при этом я вижу, как у одного нашего общего знакомого благодаря тебе появляется квартира, у другого, да, там, у третьего, ты проворачиваешь и улучшаешь какие-то жилищные условия, я так смотрю, думаю, блин, а что я-то вообще тут вот в стороне? И когда вот в 19 году у нас, помнишь, ты приезжала к нам там на «Динамо» в офис, мы делали какую-то тебе процедуру пробную, да, там у нас пришел новый аппарат. И вот тогда Маша Иванова говорит, обрати внимание, это она, сделано в Германии. это та самая, да, это та самая. Вот, и, конечно, вот мы тогда-то первый раз с тобой и замолвили на эту тему словечко. Но опять же, понимаешь, вот так вот, чтобы вот меня вот прям вот припёрло, я взяла себя за горло и сказала, что Галя, надо уже, да, вот такого вот я как бы долго на это не решалась, опять же, все равно чего-то как-то куда-то, на удовольствие, на какие-то поездки и так далее. А вот когда реально припёрло, я понимала, что мне, а денег теперь не хватает, даже на первый взнос. Вот. Ну, А могла копить. конечно, с 2019 года рынок претерпел значительные изменения. Речь. Изменения во всем. И тогда, если бы ты была бы смелая, Мгм. то, конечно, ты бы сейчас обогатилась очень здорово. Купила бы не только одну квартиру, ты бы уже 2 купила бы квартиры. Но что об этом говорить? Я, честно, Галь, тебя серьезно никогда не рассматривала, своего как клиента. Потому что вот когда мы с тобой просчитывали какие-то кейсы, и как мне казалось, что я вот уже тебя просто вот взяла за жабры, и ты каким-то загадочным образом просто выскальзывала из моих рук, знаешь, вот как та рыба, понимаешь, которую Мгм. достал там из воды на удочке. И я понимала, что у тебя нет той мотивации, ты не дозрела до своей квартиры, Страшно потому было. что, Ты правильно сказала, страшно. да, вот было страшно. Вот, но я работаю как раз с такими людьми, которых нужно фактически взять за кадык, притянуть и сказать либо сейчас, либо никогда. Но мы достаточно долго с тобой шли к этой квартире, которую мы с тобой купили. Я немножечко поясню. То есть каждый раз, когда я Галине предлагала какие-то варианты, там и в новостройке, и во вторичке, Галя говорила, нет, вот новостройка не рассматривается, потому что, ну, если жить, то мне нужно сразу переехать и вот получить свою квартиру. Вот. А вторичку Галя хотела жить у Кремля. Вот, я говорю, Галь, это шикарное Ну или как минимум желание, Шаболовка там, да, да? но я не могу себе позволить жить у Кремля, хотя у меня нет такой задачи, но тем не менее по финансам это, ну, как бы так неподъемно. И я помню, мы с тобой несколько квартир считали, когда я тебе говорила, то есть, в принципе, я могла бы тебе сказать, Галь, я тебе сейчас все это устрою, ты бы платила бы непомерный платеж, но я тебе говорю, Галь, вот вспомни, какая у нас там была крайняя с тобой квартира где-то в центре. Двушка какая-то там у кого-то, у твоего знакомого. Нет, это было не в центре, это была Шаболовка, такая Ага, однокомнатная Шабов, не центр. студия. Ага, Однокомнатная Шабовка. студия, там в районе 12 миллионов, она стоила еще в октябре 23 года. Ну, Он ее 23, продавал, по крайней ну, мере, за вот 23 год, за то есть 13 если миллионов. мы с тобой, я помню, пересчитывали платеж Мгм. в месяц и сравнивали аренду квартиры, то есть ты бы в месяц платила бы как минимум 2 аренды. Когда я тебе сказала, Галь, ну, Ну да. это не про меня, я в такие аферы клиентов не втягиваю. Ну, а у меня было абсолютное доверие. Думаю, ну, раз ты так сказала, значит, ладно, идем дальше. Но вот с того момента
Мгм. Вот с того момента у меня возникла уже внутренняя, ам, такая, знаешь, уверенность, что вот с этого момента уже надо. Вот уже надо действовать, уже надо идти. Просто мы очень близко уже подошли к моменту квартиры, Мгм. и ты поняла о том, что она вот может быть у тебя в руках, и она у тебя, по сути, выскальзывала, как в свое время ты выскочила из моих М. сетей. Вот. Ты в любом случае убедила меня в том, что, Я помню, 23-й год, декабрь. декабрь месяц, да, это был, ну, это было примерно вот это же время, ровно год назад, Да. когда у нас закрывали программу господдержки. Я уже звоню Гале, говорю: Галь, вот смотри, либо сейчас, либо никогда. То есть ты берешь на одну чашу весов квартиру, а на другую Мгм. чашу весов, ну вот, неизвестность. Мгм. Это было так, правильно? Ну да. Я, соответственно, тебе давала, какие-то варианты, ну, даже не какие, там были конкретные, там сколько-то вариантов от застройщика. И мы с тобой начали перебивать, вернее, начали с тобой перебирать. Ты говоришь: "Нет, я там, это там мне далеко, тут мне не нравится вид из Да. окна", еще там что-то. Ну, ты помнишь, да, что я тебе сказала? Ну, в Я тебе любом ска случае нам главное было влезть. Да, я тебе сказала следующее, что, Галя, самое главное, ввязаться в драку, Да. а дальше, как это, война план покажет. Тут самая главная задача тебе, нужно было капитализировать, твои средства и, приобрести эту квартиру. Потому что платеж, в итоге, который у тебя сейчас есть совокупный, он, даже таких арендных платежей нет. Да. И ты уже в Он, в принципе, следующем посильный, да. да, и ты уже в следующем году должна будешь получить свою квартиру. Да, она в Подмосковье, но причем она с хорошим метражом, по-моему, в районе 36 квадратных Да. метров, Да, там 36-38. там получается, 12 комнат, 11 кухня, и там и подсобка есть, и Кладовый, ну, это да, не подсобка, а ну, гардеробная, да. да, 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 да. Вот, в общем, задача была следующая. Мне нужно было тебя убедить в том, что ты должна войти и воспользоваться вот этой господдержкой, которой сейчас нет. Ты стала, ну, скажем так, одним из последних могикан, которые, взяли эту ипотеку по ставке 8%. Там с Да. учетом, значит, у тебя ставка 7,7%. То Мгм. есть это, кстати, такая ставка, как и у меня на мой таунхаус. Вот. Но мы с тобой понимаем, да, о том, что у тебя, есть квартира, там, уже буквально через полгода ее сдадут, и у тебя будет уже объект недвижимости. Ты можешь жить в нем, ты можешь его продать, ты можешь его сдать в аренду. По крайней мере, тебе уже есть чем крыть. Ну да, Да, но, кстати, согласна. прежде чем мы купили эту квартиру, ты помнишь, у нас с тобой был кейс, у нас, к сожалению, он не сложился, когда мы с тобой от пиков уже смотрели и уже даже жили морально в этой квартире. Это была готовая квартира с ремонтом, Мгм. с мебелью и с Мгм. техникой, но, к сожалению, мы технически по банку не прошли, потому что у нас с тобой не хватало денег на первоначальный взнос. И у нас была переоценка банком этой квартиры, и Мгм. ее зарезали. Ну, в смысле, Да, срезали вариант был стоимость. прям очень симпатичный, И да. вот тогда-то, когда мы поняли, что ничего не получается, я тогда в тебе реально увидела, что ты действительно захотела стать обладателем Ну вот квартиры. тут, когда уже просто, знаешь, это вот состояние, когда это происходит где-то эфемерно, знаешь, вот как в тумане, кто-то где-то когда-то. А здесь вот уже я сижу в банке, я пытаюсь получить, да, вот эти деньги на покупку. Вот это вот уходит. Вот когда ты уже в руках, это знаешь, как в продажах. Это я также продаю. Даю клиенту подержать коробочку красивую. Я вижу, что он сомневается. Ну, не вопрос, я забираю коробочку обратно. Черт, а человек уже подержал эту коробочку, понимаешь? Элемент И уже продаж. да, и как некий такой, да, я понимаю, что это дело было не в твоей хитрости, да, а это как бы жизненная ситуация, когда вот я уже ее видела, вот я посмотрела эти картинки, вот я уже даже представила в голове, как я внутри, да, там, и обладаю ей, и тут бабах, так это, и это ушло. И вот тут уже такое внутреннее состояние, черт, нет, я уже обратно не хочу, я уже Но, хочу обладать. надо, отдать должное, что когда у нас слетела эта сделка, которая технически как бы не прошла, то ты на самом деле, скажем так, отпустила ситуацию
И, наверное, где-то подрасслабилась, то есть даже, ну, скажем так, расстроилась настолько, что, ну, когда я тебе позвонила буквально через пару недель, Мгм. сказала: "Галя, а мы идем дальше". Ты говоришь: "В смысле, куда мы идем?" Нет, ну ты же мне сказала, как бы, ну не получается, все, давай расслабимся, все, уже не будем, потому что вот впритык было вот это 23 декабря, Мгм. когда на утро уже все, да, и то есть мы либо сейчас 22-го все получаем, либо как бы все это уползает, и ты мне говоришь: "Ты не переживай, как бы давай сейчас выдохнем, а после Нового года мы посмотрим". Это было так уверенно тобой сказано, Мгм. что я подумала, что, ну, значит, еще не все потеряно, и что-нибудь еще Наташа точно решит, понимаешь? То есть вот у меня была абсолютная уверенность после разговора с тобой, что сейчас просто надо выдохнуть, что сейчас вот как бы не тот просто период, а что-нибудь обязательно произойдет, потому что ты точно знаешь, что делать. И когда ты мне вот уже в феврале, там, по-моему, в начале февраля позвонила и сказала: "Так, а чё, мы дальше-то действуем?" Я так: "А чё, надо? А чё, можно? А чё, есть варианты?" Ну, раз Наташа сама позвонила, думаю: решали. И как бы и вперед. И вот тогда уже да. Тогда уже я была готова вообще во все тяжкие. Чё бы ты ни предложила, я бы Ну уже во да, все бы влезла. поясню для наших зрителей. Самый сложный, момент во всей этой сделке заключался в том, что у Гали не было достаточное количество денег на первоначальный взнос. То есть мы шли, прям по самому-самому краю. То есть у нас, я сейчас не помню, в деталях, значит, по сделке, я помню, что мы взяли там по самой минимальной ставке, и у нас уже был с тобой первоначальный взнос в районе 30%. Да, уже Да, уже 30% было было, 30% первоначальный и взнос, мне как раз там не хватало миллиона. не хватало миллиона. И я как раз тебе говорю: "Галя, ну вот нам надо". То есть, да, если бы мы с тобой до 23-го выходили, у нас было бы вот эти 2 Да, там, ну сколько там, 2 миллиона, да, у да. нас первоначальный взнос, но нам банк зарезал оценку по квартире, и мы просто физически не смогли выйти. И, уже в конце там января, в начале февраля, повысили первоначальный взнос, и мы с Мгм. тобой шли во всю эту историю, и ты говоришь: "Я не могу". Ну да, я просто помню, как бы, ну, раз это 30% уже, как бы я уже не Unreal. пролезаю. Да, Как ну бы, то есть а как делать будем-то? Спокойно, давай. Вот это вот опять же спокойно давай. не, А ну, как? давайте поясним, нашим зрителям следующее, что, Гале нужен был 1 миллион рублей. Вот, и я понимаю ее портрет как заемщика, в целом она может платить. И наша задача была в один день, по сути, взять, кредит потреб и, взять ипотеку. Вот, ну, так как, ипотека нас подгоняла, то, Галя перезаняла буквально на сколько, на 2 месяца, да, то есть мы Мгм. нашли с тобой Да. вариант, ты заняла, на 2 месяца 1 миллион рублей, но я пообещала, то есть под мои обещания, что ты сможешь отдать Да, это этот началось. миллион, да, у кого ты заняла, максимум через 2 месяца. И то есть, представляете, на мне какая ну, была как бы обязаловка, ответственность, то есть я должна была понимать и отвечать, как это, за свои слова, одобрить, Гале потреб-кредит еще на 1 миллион рублей. Мгм. И, честно сказать, Галь, я, посидела за этот, месяц. Ну, я скажу так, скажем, наверное, на мне это никак не выражалось, но внутри, конечно, у меня вот эта вся эта история варилась, потому что, я не понимала, что происходит. То есть мы тебя подаем, у Да, тебя отказ, да, я тоже подаем, не а у понимала. тебя отказ. То есть, в Потому что принципе, у тебя, кредитный рейтинг-то у меня был высокий, все было Да, у тебя хорошо. был высокий кредитный рейтинг, и когда у тебя висели предложения в банковском, приложении о том, что там у тебя там 1,5 миллиона, 2 миллиона, типа бери, не хочу, а когда ты туда, приходила, Мгм. тебе говорили: "До свидания". Да. Вот. И слава богу, что, у нас есть, партнер Кристина Лоткова, которая посмотрела твою кредитную историю и нашла червя во Да. всей этой истории. Да, это, конечно, Притом поразительно, что его не было видно вот в официальной выгрузке, которую я делала, да, вот да, с в сайта общем, Кредистория. Там этого не было. Там было все Да, прекрасно. поясню. То есть мы более детально и глубоко поработали с кредитной историей Галины, и нашли, в чем проблема. Проблема, крылась в том, что была техническая ошибка в кредитной истории. То есть, Микрозайм был был взят. микрозайм, да, ну, ты его не брала. Нет, Ты в его не том-то и дело, брала, что да, нет. то есть мы разобрались, мы убрали, эту запись из кредитной истории, то есть нам потребовалось некоторое время.
Вот. Ну, Но мы, плюс не, конечно, не только некоторое время, но еще и хороший специалист, который смог это выколупать по да, но факту. если бы не Потому что, Кристина, мы да, бы это потому не что по сделали факту в бы. кредитной истории все было чисто. То есть Да. приходишь в банк, показываешь им, они такие, вот, смотрят, Мгм. И скоринг да, стоп. а в то же время тут же программа дает отказ, потому что где-то программа видит задолженность там какие-то 280 там, или сколько там тысяч было. Откуда? А здесь в кредитной истории все чисто. То есть вот это на самом деле, Это ювелирная да, работа. да, И специалиста. я, конечно, ну, тебе очень благодарна, потому что когда, ну, то есть за коммуникацию, которая у нас была, потому что мы все с тобой это делали удаленно и, как правило, ночами, потому что ты работаешь допоздна. а, Ты работаешь тоже допоздна. Да, то есть мы уходили вторую смену, и, конечно, когда я тебе посылала какие-то запросы, нужно было прислать, ты это делала очень оперативно, потому что вот в тот момент, если бы не было вот такой коммуникации, то есть мы сыграли буквально вот, ну, не знаю, минуты, да, 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 тут речь шла вот реально в минутах, потому что вся вот но эта переписка, вся это вот взаимодействие, и так открываешь приложение и видишь. не, мне пишет, значит, мы с Кристиной переписываемся, ну, на троих, да. Ага. Я, значит, пишу там: "Крис, нам нужно 1 000 000". Она пишет там: "Так, подожди, не получается. Так, у нее там косяк, там косяк, там косяк". Ну, вот по, А я а, же, опять же, ты понимаешь, вот в этом еще момент. Ведь я реальный обыватель. Несмотря на то, что у меня есть экономическое образование, понимаешь, я понимаю, что экономическое образование, оно где-то находится вот тут, а реалии жизни, бизнеса, законодательства, оно находится где-то в параллельной вселенной. И вот эти две вселенные, они никогда не пересекутся. И я себя чувствую, прости меня за выражение, реальным лохом, потому что человек вот так вот открывает и видит, у меня тут какая-то вот фигня висит там в погрешность. 10 тысяч, тут какой-то вот, да, момент на кредитке там 36, а я этого не понимаю всего. Нет, ну вот у нас, Какие-то там овердрафты непонятные, что-то конечно. еще. Я-то всего этого не понимаю, и когда человек говорит: "Так, вот это закрыть, вот это быстро закрываем, вот это быстро закрываем, тут зачищаем". И вот хорошо реально, что есть как бы специалист своего дела, который четко показал, где сейчас что мы делаем для того, чтобы все зачистить, чтобы вот было вообще все идеально, и чтобы банки. А помнишь, когда мы с тобой в ВТБ брали ипотеку? Мгм, И мы спустились вниз, там нас нагрузили дополнительным кредитом, ну, в мгм. смысле, не нас, а тебя. И девочка, значит, менеджер, говорит, сейчас ей там 1 000 000 одобрят, проблем нет, потому что хороший у нее рейтинг, одобрен, выданная Мгм. уже как бы ипотека. И раз, и там отказ. Помнишь? Да. Вот, она говорит, я ничего не поняла. Я говорю, не надо отправлять больше никаких Да. запросов, вот, то есть мы этот вопрос решим. То есть, в принципе, мы с тобой где-то у нас теплилась надежда, что в момент мы возьмем с тобой потреб и возьмем с тобой ипотеку в один день, потому что у нас были такие кейсы, они сращивались, но в данной истории она как бы не сработала. И очень хорошо, что у нас с тобой ну, вот был вот этот запасной вариант, когда ты нашла на там пару месяцев Мгм. перекрутиться. Да. Вот, потому что в противном случае, ну, мне кажется, я бы была бы уже бессильна. Ну, на самом деле, это реально это запрыгивание даже было не просто в последний вагон. Я не просто в последний вагон запрыгнула. Я реально просто как зацепер зацепилась за этот поезд, который вот помог мне все таки хоть, как-то выдержать. Потому что вот реально мне давала, знаешь, уверенность, что, м, ты мне давала ощущение уверенности, что все получится. Вот взаимодействие с тобой, с тем, насколько четко вот любой звонок с тобой, он мне каждый раз давал уверенность, что все будет решено. Я не знаю, почему я в это вот слепо верила, доверяла абсолютно. И, ам, это очень ценно иметь, такого человека, друга, специалиста с большой буквы, именно профессионала, который четко знает. Вот четко знает, что он делает, остается только вот довериться и просто вот быть уверенным, что вот и делай то, что ты говоришь. Галь, вот мы сейчас идем туда, делаем то-то. Окей, что от меня требуется, да, вот сесть, быть с телефоном в руках. И вот там в час ночи, 2 часа ночи и сидишь с телефоном в руках и только принимаешь вот эти вот, вот это вот взаимодействие. Для меня вот это самое ценное. И мы еще раз опять же возвращаемся к тому, что в нашей жизни самое важное — это люди. Да, 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 люди это все.
И поэтому вот эта история, когда вот все решилось там, что мы по факту там 30 апреля, да, 30 апреля мы вносим эти деньги, и бронируем эту квартиру, и 8 мая, это теперь у меня будет свой день победы, понимаешь, такой, чтобы я вот сделала вот этот вот жест рукой и подписала вот этот договор, это благодаря тебе. Я очень рада, что наконец-то у тебя теперь есть своя квартира. Но я хочу еще рассказать про свои ощущения, когда мы смотрели, значит, ну, я в переписке была с Кристиной, вот, ну, она там, у нас такой достаточно был ограниченный диалог. Это прям было, знаешь, это как была партия, не знаю, в большой теннис, когда смотрела и не смотрела, а была в переписке с Кристиной, с тобой. Это был, знаешь, такая партия в теннис, и вот прям с таким, знаешь, замиранием духа, как Сирена Уильямс, теннисистка, она просто метала у меня вот эти сообщения туда-сюда. Она пишет: так, кот, я говорю, нет, она: кот, срочно, кот, так, я сейчас дам денег взаймы. У меня, знаешь, у меня такие мысли: я дам денег взаймы. Ну, то есть я настолько, вот у меня мозг закрутился вот в эту баранку, что, думаю, Кристина даст денег взаймы. Думаю, нет, нам не нужно ни у кого занимать денег, нам нужно, чтобы нам деньги дал банк. Она: кот, срочно, я пишу: нет. Она: давай, кот. Я такая: нет. Она там: 1 700 000. Я говорю: нет, нам не нужен 1 700 000, нам нужен только 1 миллион. Вот, и, в общем, ты мне пишешь такая, ну, меня Кристина просит код, я говорю: нет, ты мне пишешь: Наташ, код. Я такая: ну, присылаешь мне код, я ей отсылаю этот код, вот, и она: какая сумма? 1 700 000, даже не 1 700 000, 1 900 000, 1 900 000, я готова выдать. Я говорю: нет, нам нужен 1 миллион. И нам ты мне даже тут 700 000 надо было. 700, да, 700, да, уже осталось как раз 700 000, и ты мне пишешь: Наташа, я не верю. Да, и вдруг у меня вот приложение, у меня просто в этот момент я держу телефон в руках, вот мы с тобой это переписываемся, этот код присылаю, и вдруг у меня приходит вот пуш-уведомление из приложения, и я вижу, что у меня на счету 700 000. То есть я так... Это уже выданный кредит? Да. Это было в 2 часа ночи? Да. В 2 То есть часа я ночи. залезаю прям, я перезагружаю специальное приложение, чтобы банковское, залезаю туда, и я вижу, у меня на счету, то есть это не просто там какой-то вот там вот эфемерный кредит, какая качка, вот они у меня, вот они, деньги у меня на счету, я их могу снять и могу отдать человеку, который, да, вот доверился мне, дал эти деньги взаймы, и моя совесть уже все будет чиста перед этим человеком. И мне останется только вот выплатить кредит. То есть я когда это увидела, все, это случилось. То есть Свобода! ну, я бы не сказала, что сейчас это достаточная свобода, потому что я понимаю, что на самом деле сама ипотека, она не страшная. Мне сейчас больше как раз вот меня пугает даже вот этот вот кредит в 1 миллион, который висит, потому что там проценты серьезные. Но Зачем ты факт, считаешь кредит? но сам Процент? факт у меня, я понимаю, что у меня уже есть база. Конечно. И вот она придает, знаешь, какой-то уверенности, что раньше мне казалось, ну вот еще зимой вот этого года, мне казалось, что, блин, вот я сидела так, думаю, господи, мне 47 лет, двое взрослых детей, сижу с голой жопой, коренная москвичка, думаю, все, все, Лебедева, ты приехала. Ну куда может быть хуже, как бы, ну вот, тебе не стыдно? Взрослая женщина. У нас, к сожалению, такой менталитет, нас приучили, что должен быть собственный угол. И это, к сожалению, из нашей головы, из головы А с другой русских. стороны, понимаешь, вот я живу в съемной квартире, в принципе, она меня устраивает. И я понимаю, что с другой стороны ничего страшного нет. Она меня устраивает по всем параметрам. Пока что тебе не подняли платеж, она тебя устраивает. Да. У нас сейчас вот мы буквально Скрестим пальцы. пальцы. Надеемся, что твой арендатор не посмотрит это видео. Ну, просто понимаешь, да. Арендодатель. Но у нас с арендодателем просто действительно очень неадекватные отношения, потому что за эти 6 лет, что я снимаю эту квартиру, вот уже в следующем году будет 7, я очень много, в принципе, в нее вложила. Потому что, как мне сказали, что я первый человек, они сдают эту квартиру не в первый раз, но я первый человек, который относится к ней как к своей. То есть там раз в год может приехать владелица, посмотреть, и она офигевает от того, в каком состоянии она находится.
То есть в каком хорошем состоянии за эти 6 лет, когда я в ней живу, она находится. То есть я там где-то сделала ремонт, я там где-то подрихтовала, я где-то что-то сделала, и она стала лучше по сравнению с тем, там, сколько лет она сдавалась там предыдущим Но арендаторам. эта квартира не твоя. Но эта квартира не моя. Да, я каждый раз себя сдерживаю, что мне хочется здесь что-то улучшить, потому что я здесь живу. Это, грубо говоря, да, вот сейчас вот мой дом, и я отношусь к нему как к своему дому. Вот. И я благодарна очень этому арендодателю, да, который вот и мне доверяет, и я очень надеюсь, что этот консенсус пока останется вот у нас между нами, и вот это вот все договоренности останутся. Но, понимаешь, само понимание, что вот не дай бог что случись, я знаю точно, что мне есть куда идти. Вот, это главное. Тут, смотри, с ошибками при принятии решения о покупке квартиры, там своей первой квартиры, именно вот речь идет о первой квартире, я сталкиваюсь с возражениями там следующего толка. Ой, а я хочу вот такую-то квартиру, а я хочу вот с такой-то планировкой, а я хочу... При том, что, понимаешь, можно хотеть, когда у тебя есть достаточное количество денег, и ты можешь Да, выбирать. Хочу да. налево, хочу направо, хочу прямо. Но когда у тебя настолько ограниченные финансовые возможности, Да, тут уже там надо выбирать не исходить, да, приходится. не из То есть выбора, а из самое возможности. главное войти в эту историю, потому что когда у тебя есть что-то продать, ты можешь что-то купить, Мгм. но когда у тебя нечего продать, купить крайне сложно. И вот моя была задача на самом деле тебя подвести вот к этой черте, чтобы ты не выставляла мне свои хотелки, хотя ты попыталась мне это сделать. Да, там Но я же не знала всех нюансов тогда, понимаешь? То есть я говорю, я же ведь человек, который думал, там летал в облаках, то есть я профессионал в своем, да, вот понятно. направлении, да, и поэтому, когда я обращалась к тебе, я знала, что вот этот вот пул, да, определенный знаний, ты им владеешь. И я как бы свои хотелки выложила, а ты мне так взяла это, Порезала. мои хотелки, да. И я поняла, что, ну, раз Наташа говорит так, значит, надо делать так, потому что на тот момент у меня было абсолютно ноль понимания вообще, куда я Да. влезаю, да. А Понимаешь, ты, опять деньги, же, деньги очень уязвимы. Вот, вот есть этот миллион, да, ну вот что, в наше время сейчас миллион это по сути как бы ничего. Поэтому то, что мы там тебе взяли потреб, ты его очень быстро отдашь. У тебя каждый платеж приближает к твоей недвижимости. То есть, вернее, как, она у тебя уже есть, но к тому, что пройдет определенное количество времени, ты выкупишь ее из банка, это будет твоя квартира на 100%. Ты можешь с ней делать все, что хочешь. И как бы это, конечно, спокойствие, это уверенность, это что это? это опора. Это опора. Ну Это вот. опора, да, потому что для меня сейчас самое важное вот это состояние как внутренней моральной опоры, да, ну, для этого есть психотерапия, да. Но еще очень важно, чтобы было понимание, что если в моей жизни вот что-то случится, чтобы я не оказалась на улице. Потому что я точно знаю, что я не пойду к своим детям и не буду их обременять точно, потому что они мне ничего не должны, да. А вот сделать в своей жизни так, чтобы я могла жить дальше полноценно, да, свободно, наслаждаясь там жизнью, получая удовольствие от нее, вот, сейчас у меня вот эта цель, она стоит. И благодаря тебе у меня уже есть, по крайней мере, понимание, что я уже с чего-то начала. А уже дальше Начало уже оказалось не таким страшным, как я думала, и дальше уже можно, на самом деле, уже не так страшно, э, зная, на что ты способна, а ты способна на много. Галь, но я, конечно, тебе очень признательна, но повторюсь, что во всей этой истории главный герой ты. И если бы ты не поверила, если бы ты не отпустила ситуацию и как это, не слушала мои там психотерапевтические наставления, то могло бы не случиться, потому что ты сколько, с 2019 года из моих рук просто ускальзывала. Мы Ну тебя вот, прогрели. Конечно, немножечко обидно, потому что выросли цены, выросли ставки. я просто сейчас А, стараюсь себя этим не давить, потому что каждый раз, когда я задумываюсь, что бы у меня было бы,
Вот это вот, ну, опять же, да, история не терпит сослагательных Да. наклонений, да, поэтому как бы, а я профессионал в самоуничижении, и я сейчас работаю над тем, чтобы этого прекратить это делать. И понимаешь, когда вот мы с тобой подписали этот договор, я ехала вечером домой и думала, когда я осознала, что, да, что вот у меня теперь есть квартира, вот тогда, да, меня накрыло. Был момент, что да Куда я если бы лезу? я тогда, в 19 году, тебя послушал, что бы у меня было бы уже, да? И вот в этот момент, когда я начала себя зарывать и посыпать голову пеплом, я такая: стоп, спокойно. Вот все случилось тогда, когда должно было случиться. Морально мы не Галь, у тебя тогда всегда. была любовь, давай начнем с этого. Ну, тогда у меня, да, была любовь, и мне казалось, что мне море по колено, и вообще ничего не страшно. Да, вот когда любовь уходит, и мозги трезвеют, ты так думаешь, как бы спокойно, как бы любовь любовью, да, а кушать хочется всегда. Вот. И сейчас меня уже в эти сети любовные уже меня хрен затащишь. Я уже теперь буду меркантильным человеком, который будет просто... Я ставлю себе единственный. Вот когда меня спрашивают, чего ты хочешь, и какие у тебя желания, я загадываю только два. Здоровье и финансовое благополучие. Все. Потому что если у меня будет здоровье, и у меня будут деньги, все остальное я себе обеспечу сама. Ну, замечательно. Галь, что бы ты пожелала бы для наших зрителей, для тех, кто еще не решил свой жилищный вопрос, как к нему подойти и на что обратить внимание? В любых аспектах нужно искать профессионала. Да, потому что знать все, ориентироваться во всем в этом мире невозможно. Точно так же, как ко мне приходят, да, за профессиональной консультацией и решать какие-то вопросы там со здоровьем, с кожей и так далее, здесь то же самое. Вот я точно могу сказать, что тебе можно доверять, на тебя можно опереться, на твои знания, на опыт. У тебя колоссальные связи, у тебя колоссальный опыт. И если люди хотят действительно, вот тут я сейчас говорю не потому, что там меня заставили, да, я и пришла-то сюда потому, что я хочу поделиться с людьми, что профессионалы на рынке есть, их единицы, найти их сложно. Но вот, ребята, вот здесь и сейчас напротив меня сидит профессионал, которому я доверилась, и благодаря которому самым жопным, в самой проблемной ситуации весной, да, ты меня вывела на квартиру. И это благодаря тебе. Благодаря тому, что я просто знаю точно, что доверять тебе как профессионалу можно и нужно. У нас какой-то эфир получился, прям меня чествуют все время. Ну, потому что так и есть. Вот надо иметь своего экономиста, надо иметь своего врача, Не, да, однозначно, надо иметь своего да, риэлтора. однозначно. Я всегда говорю, то есть, что каждый должен заниматься своим делом. Да, Абсолютно да. точно. Вот, поэтому И вот в данном случае просто именно найти своего человека. Точно так же, как ты там ищешь своего врача-хирурга, да, вот я пришла, увидела, там у меня было 5 консультаций, я одного увидела, я поняла, что вот мой человек, все, я ему буду доверять. И с тобой то же самое. Просто что-то меня уводило, видимо, потому что я морально была не готова. Да, вот этот вот страх внутренний, влезать в ипотеку, вот это вот слово само меня пугало и все остальное. Но ты, я говорю еще раз, оказалось, помимо того, что ты профессионал, ты своей уверенностью смогла меня убедить, что все получится. Галь, но на этой позитивной ноте мы можем с тобой, собственно, подвести черту. Я очень рада, что я справилась с задачей поставленной, что я все-таки смогла найти слова убеждения с тем, чтобы ты мне поверила и поверила прежде всего в себя Да. и приняла такое непростое для себя судьбоносное решение. Поэтому спасибо тебе огромное, и я жду приглашения на новоселье. Я ко всем Обязательно. напрашиваюсь. Обязательно. Это будет 100%, да.